Приветствую, друзья! После успешной полностью арматурной модели Scald в компании Kinera решили не останавливаться на достигнутом, а начать развивать также и другие типы взаимодействия драйверов. В результате появились уже трибридные Kinera Imperial URT, состоящие из двойного динамического драйвера, сдвоенного электростата от Sonion и настроенного самой же Kinera арматурного излучателя 11021. Получилось, конечно же, просто невероятно круто, но не будем забегать наперед. Собственно, поехали. Упаковка Kinera, как и всегда, буквально поражает внимание ко всяким мелким деталям. В нее можно залипать, как какие-нибудь абстрактные картины. Из важного здесь коротко обозначили количество и тип используемых излучателей, а на обратную сторону вынесли адрес производства, заводской график АЧХ и перечень технических характеристик, где стоит отметить импеданс, равный 20 Омам, и чувствительность 107 дБ на милливатт. В комплект нам положили солидных размеров книжечку с информацией о модели, небольшую инструкцию на амбушюры Final Audio, приятный, друзья, такой плотный кейс из водоотталкивающей ткани на кнопочке, щеточку для чистки наушников, 2 пары пенок, тот самый набор насадок от Final Audio и еще 2 комплекта амбушюр, белые с разноцветным сердечником и бледно-желтые. Кроме того, в отдельных пазиках расположились 2 сменных штекера на 2,5 и 4,4 мм. Классический уже разъем на 3,5 мм был установлен на кабель изначально. То есть сразу из коробки мы имеем целую кучу насадок практически под любое ухо и кабель ко всем более-менее распространенным разъемам. Кабель здесь, как утверждает производитель, соответствует стандарту качества 6N OCC. По факту же он плотный, гибкий, почти не склонный к запутыванию, с заушинами из термоусадки, прямым модульным штекером и соединением на вилочных коннекторах 0,78 мм. По сопротивлению аппаратура показала значение общего канала равным 0,405 Ом, а левого и правого по 0,185 Ом. Разброс, конечно, присутствует, но абсолютно несущественный. Сами чашечки привычно уже раскрашены вручную профессиональным художником. По цветам на этот раз производитель остановился на белом и зеленом, естественно, с элементами текстуры камня и ни на что не похожими абстрактными пейзажами. Из важного тут только компенсационное отверстие, направленное назад, 2 золотые надписи, это Kinera и URT снаружи, и толстый такой звуковод с утолщением к краю и 3 отверстиями, отдельно под каждый из 3 типов излучателей. Напомню, что здесь установлен двойной 8-мм динамик, отвечающий за низкие частоты. Середину возложили на арматурный драйвер 11021, а верха логично оставили на откуп 2 же фирменным электростатам от компании Sonion. Выглядит все очень даже круто, как, собственно, и сидит. К насадкам у меня тоже, друзья, никаких вопросов нет. Подошли абсолютно все наборы из имеющегося комплекта. Вот так это все, друзья, и выглядит. По измерениям у нас заметно более длинный относительно нормы импульс, допустимые расхождения между левым и правым каналом и искажения в пике, достигающие 0,6%, что просто потрясающе. Фаза ведет себя приемлемо, а затухание на 30 и 60 дБ составляют где-то 81 и 96 миллисекунд с небольшими возмущениями в области низких частот. По амбушюрам значительно выделяются только лишь Final Audio. У них, как видим, более ровная верхняя часть середины и чуть продолжительнее верха. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 8 дБ с легким заходом на середину, небольшое выделение области разборчивости, дополнительный пик для имитации ушной раковины и классический уже пик на 8 кГц для усиления резкости звучания. Сам же диапазон нам честно довели до 20 кГц. С заводским графиком мои измерения совпали с точностью до выбранных насадок и глубины их посадки в измерительный стенд, то есть практически идеально. Ну и как не сравнить героев обзора с прошлым хитом компании Kinera Scald? И вот здесь уже нет той преемственности, что мы встречали, например, у Norn. Scald на фоне URT кажутся заметно ярче, сочнее, эмоциональнее и, конечно же, детальнее, что и неудивительно, поскольку раньше все 5 излучателей были чисто арматурными. С приходом динамики в URT мы получаем заметно более густой и глубокий бас, не яркие, а скорее утонченные верха за счет электростатов и сбалансированные
концентрированная на фоне остального диапазона серединка. Отчего звучание стало, конечно, менее эффектным, зато сам курс был взят абсолютно верно. На качество, естественность и ту самую взрослое звучание, о которой так часто говорят аудиофилы. И вот тут мы получаем, друзья, небольшую загвоздку. В силу новых особенностей Kinera Urt не будет вас развлекать или хоть как-то пытаться вам понравиться. Так что большая часть меломанов и тем более владельцев Norn или Skald данную модель, скорее всего, не оценит. Назначение Urt я вижу скорее среди повидавших всякое аудиофилов, выступлений на сцене и разноплановой студийной работы. Еще один важный нюанс, найденный мною при использовании Urt, это высокое требование к усилению. В отличие от Norn или Skald, новинки требуются намного больше мощности. Так, если Norn я слушал примерно на 12% громкости, то для Urt потребуется все 30%. Имейте это в виду, особенно если думаете использовать их с аналоговым выходом вашего смартфона, планшета или каким-нибудь маломощным аудиоплеером. Для нормальной работы я бы рекомендовал где-то 90 мВт мощности на 32 Ома нагрузки, а лучше еще больше. Впрочем, на балансе даже мобильные ЦАПы, у меня это DD Hi-Fi TC44C и Shanlink UA5, легко с данными наушниками справились. Но, повторюсь, на балансе, где мощность обычно удваивается. Такой же стационарный усилитель, как SMSL HO200 с 6 ваттами на выходе, данной нагрузки, как говорится, даже не заметил. Из всего, что у меня сейчас есть под рукой, ближе всего к героям обзора подобрали 7 Гц Eternal, что вполне логично в силу схожести их настройки. На деле же Eternal куда ярче и выразительнее, но их звук, мне кажется, не таким натуральным и сбалансированным. Хотя, казалось бы, именно Eternal использует один единственный излучатель, а в Urt он составлен не просто из нескольких, каждая пара вообще другой природы. Если разбивать по частотам, то бас здесь наделен достойной глубиной и весьма неплохой текстурностью, однако прозрачным или сверхдетальным я бы его тоже не назвал. Смягчение у него выше, чем это было у Eternal и тем более у Skald. Верха присутствуют в полной мере, со всеми утонченными затуханиями и слоистостью, доступными электростатическим драйвером от Sonion. Но их там, увы, абсолютно никак не подсветили. То есть все есть, но чтобы этим насладиться, приходится вслушиваться. На поверхности же только спокойное, равномерное звучание. Словно морская гладь, везде все естественно и размеренно, но стоит копнуть глубже, а там уже бушует ураган. Оттого мне и кажется, что неискушенное меломанское ухо скорее обратит внимание на что-то яркое, что преподносит вам эмоции на тарелочке и сует вот прямо под нос. А сесть и направить все свое внимание на прослушивание любимой музыки – это удел профессионалов или полноценных фанатов от мира музыки. Середина же тут очевидным образом прорастает из плотных и достаточно весомых низких частот, и хотя за нее в ответе всего один арматурный излучатель, но слушается все просто сверходнородно. То, что здесь задействована арматура, можно понять исключительно по ее детализации и разборчивости. Нет, идеальной прозрачности здесь тоже нет. Буквально весь частотный диапазон имеет акустически правильный вес и легкое такое аналоговое смягчение, что, конечно же, дает некоторые зачатки мелодичности и выразительности, но очевидной реализации вся эта энергия не находит. Оттого и происходит восторг, когда с головой погружаешься в это звучание. Действительно, друзья, до таких ушек надо еще дорасти. Но как только это произойдет, все эти подсвечивания, усиленная резкость и другие способы привлечь наше внимание окажутся лишь такими яркими фантиками. Из источников модели прекрасно подойдет как то, что просто фонтанирует эмоциональностью, так и что-то сдержанное с уклоном в микронюансы. Наушники в каждом из представленных случаях выступают в роли эдакого катализатора, и музыкальность им к лицу, и техничность. По стилистике у Urt тоже нет никаких ограничений. Модель просто превосходно рисует даже акустически сложную сцену среднего и большого оркестра, не говоря уже о небольших джазовых командах, блюзе, разнообразной электронике, старом добром роке и всевозможных видах металла. Причем везде мы видим не только любимое многими меломанами выдвижение вперед вокала и лидирующих инструментов, но и просто скрупулезную прорисовку даже самых отдаленных планов со столь необходимым инструментом воздухом, своей индивидуальной текстурой и точностью позиционирования в пространстве.
Ну и как не упомянуть влияние на звук приложенных нам в комплект насадок, где белые мне показались наиболее чистыми и эффектными, желтые имеют схожий тюнинг, но чуть грубее и жестче, а вот полностью черные дают совершенно иное ощущение от звучания за счет более ровной верхней середины с чуть протяженными верхами, отчего вся акустическая картина становится немного ярче и четче. Так что и в этом плане можно еще поиграться, подстраивая звучание под свои собственные вкусовые пристрастия. Итогом внутриканальные пятидрайверные наушники со 4 различными видами излучателей заставили меня очередной раз пересмотреть собственное отношение к звуку в целом, переходя от выраженной экспрессии и подсвечивания наиболее сильных моментов конструкции к более сбалансированной взрослой подаче, где все есть и всего вот ровно в меру. От попытки завлечь и развлечь в размеренное постижение любимой музыки, как она есть. Если вы ждете яркости, чистоты и повышенной вовлеченности, то вам лучше остановиться на тех же самых Norn или Skald. Вот они сделают вам красиво и весело. Уд же стоит брать тем, кто в звуке давно и ценит больше естественность, контроль и точность построения акустического пространства. Относительно же дизайна и комплекта, тут у Кенера всегда было просто все высочайшего качества. Ценителям серьезного звука очень рекомендую ознакомиться. А на этом у меня все. Это были 3 бридные наушники Kenera Imperial Urd. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом.